Мета делает большую ставку на метавселенную. Как вы думаете, это действительно будущее рекламы или просто амбициозный проект Цукерберга? Хороший вопрос. Метавселенная — это проект, который звучит как научная фантастика. Цукерберг, конечно, пытается предоставить это как неизбежное будущее, где мы все будем жить в виртуальном мире, работать, общаться, даже покупать там продукты. Но давай смотреть на вещи трезво. Пока это все больше похоже на эксперимент, чем на реальную повседневность. Во-первых, технологии еще не готовы. Да, VR-очки становятся удобнее, но они все еще становятся нишевым продуктом. Люди не спешат надевать на себя гарнитуры и проводить целыми днями в виртуальной реальности, в виртуальном пространстве. А без массового интереса вся эта метавселенная становится просто дорогой игрушкой. Во-вторых, идея крутая, но требует времени. Помнишь, как интернет развивался? Сначала это было что-то нереальное, было там для энтузиастов. Потом постепенно это все стало нормой. Метавселенная может пойти по тому же пути, но этот процесс ни одного дня и даже не 5 лет. Для арбитражников метавселенная пока ничего не значит. У нас есть более понятные, более доступные платформы, где деньги делаются здесь, как бы и сейчас. Это Facebook, TikTok, Google, Bing, Twitter. И как бы зачем думать о будущем, когда сегодня есть рабочие инструменты? Но я не хочу недооценивать Цукерберга. У него однозначно есть ресурсы, есть терпение, он играет в долгую. Если Мета станет первой компанией, которая сделает виртуальную реальность, можно сказать, массовой, она получит огромный контроль над всем рынком. Для нас это может означать только новую площадку с огромным потенциалом. Но это точно не ближайшая перспектива. Если ты как бы хочешь экспериментировать, то пожалуйста. Но если твоя цель зарабатывать, а не экспериментировать, лучше сосредоточиться на том, что работает прямо сейчас. Метавселенная — это ставка больше на будущее. Вопрос только в том, готовы ли мы к этому будущему, или все это остается просто красивой идеей. Сейчас все чаще говорят о сложностях с трекингом из-за отказа от cookies и ужесточения законов о приватности. Как это повлияет на арбитраж? Изменения в трекинге и законах о приватности — это проблема, которая касается всех, кто работает с данными. Мы привыкли, что у нас есть доступ практически ко всему, кто, где, когда кликнул, что купил, на каком сайте был до этого. Теперь этот доступ начинает потихоньку ограничиваться. И для арбитражников это серьезный вызов. Хотя многие об этом даже не задумываются и не чувствуют. Первое, что меняется, это, можно сказать, подход к данным. Раньше ты мог рассчитывать на платформы, которые все за тебя проанализируют. Теперь это все больше ответственность ложится на самого тебя. Нужно работать с first-party данными, когда ты собираешь информацию напрямую через аудиторию, через подписки, анкеты, через боты, любые формы взаимодействия. Это сложнее, но если ты это освоишь, у тебя будет огромный запас прочности. Второе — это рост контекстного таргетинга. Когда ты не можешь знать все о пользователе, ты начинаешь работать с тем, что у тебя есть. Содержание страницы, на которой он находится, тематика его запросов — это заставляет нас мыслить чуть больше стратегически. Нужно не просто кидать рекламу на всех подряд, а встраивать ее в контекст, который будет релевантен для аудитории. Третье — это технологии, искусственный интеллект, машинное обучение. Все это становится все больше важным. Они позволяют анализировать поведение пользователей даже в условиях ограниченного доступа к данным. Это новые инструменты, которые помогут выжить в этой ситуации. Да, такие изменения, можно сказать, пугают, но если посмотреть на них с чуть-чуть другой стороны, это шанс очистить рынок от тех, кто работает по шаблонам, не думая о долгосрочной стратегии. Теперь выигрывают больше те, кто реально понимает свою аудиторию и может работать с ней напрямую. Это не конец арбитража, это его, можно сказать, это его новая глава. Илон Маск активно меняет Twitter, пытаясь превратить его в универсальную платформу. Как вы оцениваете его действия? Это просто хайп или реальный шанс для рекламодателей? Илон Маск — это человек, который умеет делать хайп.
Это его талант, это его стиль, это его способность привлекать внимание. И Twitter он использует ровно так же. Но если смотреть глубже, во всем этом движении скрывается вполне четкая стратегия. Он хочет превратить Twitter в суперприложение, что-то вроде похожее на WeChat, где люди смогут не только общаться, но и делать покупки, получать какие-то услуги, переводить деньги. Это идея, которая может перевернуть рынок. Для рекламодателей это огромный потенциал, можно сказать, в будущем. Представь, что если ты запускаешь рекламу в Твиттере, и пользователь может сразу оплатить продукт, не выходя из приложения. Сейчас такого, можно сказать, нету. Это полностью меняет воронку продаж, убирает лишние шаги и повышает конверсию. Но пока это все на уровне идеи. Сейчас Твиттер больше напоминает поле экспериментов. Маск вводит платные подписки, меняет алгоритмы, пробует платную верификацию. Для многих это выглядит как хаос, и часть рекламодателей уже ушла с платформы, это не скрытая информация, но если он доведет эту идею до конца, эту концепцию, Twitter может стать одной из самых интересных площадок для работы с трафиком. Но это не точно. Конечно, это рынок для смелых. Если ты готов тестировать что-то новое, новые форматы, экспериментировать, Twitter может дать тебе конкретное преимущество, но надо понимать, что Маск работает на перспективу. Реальные изменения в Твиттере мы увидим не сейчас, а где-то через год, через два, пока Твиттер — это больше поля для тестов, чем для чего-то большего, чем стабильный инструмент. Но те, кто начинает работать с ним уже сейчас, могут первыми занять свои ниши, когда платформа станет больше стабильная. Мы в 2025 году, и рынок стал еще более насыщенным и конкурентным. Что вы считаете главным вызовом для арбитражников сегодня? И какие новые подходы стоит освоить, чтобы не просто выжить, но и выиграть в этой игре? 2025 год — это год, когда арбитражники уже не могут работать по старым схемам. Все стало быстрее, сложнее, и чтобы выжить, нужно быть как минимум на шаг впереди. Главный вызов — это, конечно же, данные. Платформы ограничивают доступ, аудитория становится более избирательной, избалованной, а конкуренты становятся все умнее и умнее. Теперь недостаточно просто найти оффер, как это было раньше, и залить на него бюджет. Ты должен понимать, кто твой клиент, что он хочет, и как донести до него свою ценность за считанные секунды. Второй вызов — это изменения в платформах. Алгоритмы меняются просто постоянно, с невероятной скоростью. Если ты не успеваешь за ними, ты остаешься чуть-чуть в прошлом. Сегодня выигрывают те, кто готов тестировать, быстро адаптироваться к нововведениям. Третий момент — это перенасыщенность рынка. Арбитражников становится все больше и больше, чем было раньше. И борьба за аудиторию стала жесткой достаточно. Здесь важно выделиться. Уникальные креативы, нестандартные подходы, новые платформы — все это сейчас может помочь находить свою нишу, где конкуренция гораздо ниже. Но вызов — это только часть, назовем это, игры. Есть и новые возможности. Тот, кто сможет интегрировать, скажем, искусственный интеллект, работать с локальными платформами, использовать дополнительную реальность, тот будет зарабатывать больше остальных 100%. В 2025 году арбитраж — это не про шаблоны, это про стратегию, про гибкость и постоянное обучение. Если ты умеешь думать немножечко наперед, ты будешь выигрывать. Если не умеешь думать наперед, рынок тебя быстро просто сожрет.